Если есть стол, есть 2 работника, есть 2 стула и нету стаканов, считаю, что здесь недокомплект 2 деталей как минимум. Всем привет! Сегодня ко мне на обзор попал набор Lego Duplo модель 10931. Но как попал? Взял на время у сына для того, чтобы сделать обзор, потому что набор мне понравился. Вообще Lego Duplo для детей вот от 1,5 года отличная штука. Ее сломать практически невозможно, ее дети довольно легко осваивают. Хорошая штука, а вот этот набор еще и довольно-таки крупный. Итак, у нас есть пару рабочих, есть у нас грузовичок и есть экскаватор. Модель 10931. Давайте быстро распакуем. Модель, я считаю, не полностью укомплектована. Если есть стол, есть 2 работника, есть 2 стула и нету стаканов, считаю, что здесь недокомплект 2 деталей как минимум, а то и 3. Третья, догадайтесь какая. Хотя, возможно, набор все-таки детский, и этих деталей здесь и не должно быть. У нас идет инструкция по сборке. Помятая вследствие того, что очень активно изучалась ребенком. На самом деле всего лишь 20 деталей, поэтому она, в общем-то, не нужна. В 20 деталях запутаться даже в 2 года тяжело. Здесь какая-то рекламка. Начнем, наверное, с экскаватора. В таком классическом желто-черном цвете представлен. Вот такое вот основание, имитация гусениц. Как всегда, пластик отличного качества. А ездит, естественно, он не на гусеницах, а вот такая вот платформа на 4 колесах, и мы просто ее сверху ставим, закрепляем. Похоже на экскаватор, нормально передвигается по любой поверхности. Далее у нас вот такая вот голубая деталь. Она служит для крепления башни экскаватора. С таким вот щелчком она крепится, после чего она может вращаться. Далее у нас идет кабина. Вот такая тоже довольно крупная деталь. Все это, кстати, очень неплохо вращается. Кабина, естественно, у нас идет с крышей. Крыша откидывается. Сюда мы можем посадить строителя с рацией, которая приделана ему к каске. И он сюда, кстати, отлично влазит. Давайте полностью соберем, а потом посмотрим, что же интересного есть у этого строителя. Экскаватор полностью работоспособный. Вот такие вот 2 одинаковые детали идут, которые, собственно, и составляют основную стрелу экскаватора. Все это фиксируется на трещотку. Трещотка трещит, в общем-то, вот такими вот специальными красными пластиковыми вставками. Итак, фиксируем. Экскаватор практически готов. Осталось что? Конечно же, ковш. Ковш, как вы видите, занимает практически всю ладонь и, в общем-то, отличного размера. Причем все это фиксируется абсолютно в любом положении. Мне кажется, для детей это очень интересно. По крайней мере, на мой взгляд, очень хорошо заходит. Плюс, если у вас дома нет камня, здесь есть вот такой складной камень. Камень положен, башня крутится, экскаватор ездит. В общем, что еще нужно ребенку для того, чтобы нормально играться? И, как показывает практика, это все дело очень и очень заходит. Ну, кстати, я ковш неправильно поставил. Все довольно крепко держится, но при этом небольшое превышение силой и легко разбирается. В общем, на мой взгляд, это все дело идеально сбалансировано. Итак, далее собираем грузовичок. Грузовичок у нас простой, 4 колеса стоит и вот такая вот база, куда можно, в общем-то, что угодно поставить. Но у нас есть кабина, поэтому ее мы и ставим. И, как вы видите, довольно-таки все большого размера. Это отлично, потому что бывает даже дупло мелковато. А здесь вот все хорошо с размером. И фигурки, чем отличаются от обычного лего дупловские, тем, что их разобрать невозможно. Вы ни руку, ни ногу, ничего снять не можете. То есть ребенок это снять не может, и, естественно, не может съесть. До 3 лет в этом есть смысл. Суровые водители, естественно, ездят стоя. Далее у нас идет крепление для кузова. Кузов тоже крепится вот в таком положении, кстати, не шатается. Немножко снимаете, и он открывается. Все классно фиксируется и, в общем-то, легко снимается. И точно так легко это все назад одевается. Есть еще 3 квадрата, которые можно уже закрепить куда бы вам захотелось. И есть лопата. Лопата предназначена для вот этого вот, ну или для этого, или для того строителя. И если не сможет это сделать экскаватор, то поможет вам лопата. Собственно, это и весь набор. Всего лишь 20 деталей, но все детали, в общем-то, интересные. Грузовик может взять на прицеп экскаватор. Для этого экскаватор нужно ковш
переместить в транспортное положение, развернуть. Вот такой вот у вас получается небольшой поезд. Далее можете цеплять еще сколько угодно машинок. Все это дело без проблем цепляется. Набор получился очень удачный. На картинке показан еще один вариант. Хотя, казалось бы, какой тут может быть вариант? А вот такой. Не знаю, зачем это. В таком положении трактор ездить не может. И есть еще вот такой вариант. На случай, если кончается топливо, ломается техника, то два строителя с помощью одной лопаты и такой-то матери смогут загрузить вот этот вот камень в эту тележку и совместными усилиями оттолкать туда, куда нужно. Набор хороший. Строитель улыбается, а это уже большой плюс для строителя. Поэтому данный набор LEGO Duplo 10931 крайне рекомендую. Стоит он около 14 евро, возможно дороже. Я брал за эту цену.